Всем привет! Еду в избушку. Сегодня я припозднился уже. Время 11 часов, пошел 12 час. Корочка снега уже начинает подтаивать и ехать тяжело. Переезжал, форсировал зимник. У нас в этом году снова возят лес, и дорога местами уже вскрылась. Песок, в общем, проехал по этому песку, а мне никак не получится проехать не по песку. И, в общем, все это попало в склизы. Снегоход не едет, снегоход как-то тормозит, этот все песок не дает движения. Еду, в общем, на полных оборотах, можно сказать. Устал, весь потел, половина пути уже пройдена, и буду я уже у избы. Сейчас я накидал снега. Здесь у нас ручей от ключа. Нужно мне это будет тоже форсануть, и полпути, считай, я проехал. Фу, погода тяжелая. Надо было с утра выезжать, когда еще был хороший крепкий наст. Зимний, когда еще был замерзший, а сейчас на солнышке все потаяло. Тяжело ехать. Фу, все, ладно. Еду дальше. Наконец-то добрался, все более-менее прошло хорошо. Избушка встречает солнышком, пением птиц. Здесь все нормально, полянка у нас отошла. К слову, на прошлой неделе я приезжал, раскидывал золу. Это я вам расскажу, покажу, когда буду раскладываться. Посмотрите файлы, видео с прошлой недели. Снег везде съехал, только остался на беседке. В принципе, все нормально. Сегодня вечером еще подъедет Валерик. Подъедет он по зимнику, потом я его встречу и приедем сюда. Будем доставать пчел. Пчел я уже сходил, проверил. Некоторые улья уже повылазили, некоторые еще сидят смирно. Мы сегодня вечером будем доставать пчел. Вот так получилось. Сегодня только вечером сможем достать. Надеюсь, облет завтра утром будет хороший. Вот такие планы. Сегодня я остаюсь здесь на ночь, я ночую. Валерик, он приедет и уедет. Я его встречу, мы уже договорились по времени, во сколько это будет. Ну и обратно также умчу. И он уедет по зимнику. Зимник еще более-менее нормальный. На машине можно ездить. Так что вот такие планы. Всем приятного просмотра. Подписывайтесь на канал. Начинаем. Тук-тук, мыши, разбегайтесь. Избушка, здравствуй. Пахнет избой. Приятно. Подставки уже все вылезли из-под снега. Снег на них растаял. Сейчас буду чистить печь. Достану всю золу. И все это здесь рассыплю, чтобы здесь все быстрее растаяло. Солнышко у нас сейчас весеннее. Все махом будет таять. И зола снежочек прихватит. Практически полное ведро золы. Это у нас с печки с кирпичной. Наверное, полгода назад убирали столько же. Сейчас это все разбросаю. И еще, наверное, немножечко из бани достану.
Но здесь у меня получилось практически полное ведро. Если еще поскребсти нормально, там пол ведра будет. Этого ведра мне хватит абсолютно. Раскидаю на ряд и все остальное раскидаю потом полностью. На улице плюс 10, в избе практически плюс 5 показывает, 54 влажности. Этот у нас термометр показывает плюс 3 градуса. В избушке значительно холоднее, чем на улице. Топим печь, нагоняем тепло, создаем уют. Начинаем бытовать, врываемся в работу. Настроение отличное, наконец-таки я в избушке. Ура, наконец-то! Сегодня днем буду огребаться, хочу немного откидать снега от избы. Вечером, если будет время, то займусь распредкоробкой. Нужно ее будет переделать, установить новую, что-то укоротить, что-то добавить, чтобы каждый тумблер отвечал за свое это, за беседку, за освещение в избушке, в бане за освещение. В общем, каждый тумблер будет подключен. Вечером выносим пчел, как я сказал, а завтра я утром уезжаю. Вот такой вот быт у меня сегодня. Всю зиму ходил, смотрел на самовар. Я думаю, с приходом солнечного, весеннего, теплого дня пора открывать и сезон самовара. Сейчас буду разжигать и буду пить самый вкусный чай. В каждом видео я вам показываю инструмент, которым я работаю. Также я вам стараюсь рассказать о нем. Сегодня у меня в работе топорик фирмы Rage. Топорик предназначен для рубки дров, для валки деревьев небольших размеров, для обработки древесины во время походов, во время активного отдыха. Топорик находится в чехле, который защищает лезвие и предметы от повреждений. Эргономичная форма, вес всего 680 грамм, длина 400 миллиметров. Рукоятка из армированного стекловолокном полимера, прорезиненная. Топорик не выскользнет, когда работаете мокрыми руками. Топорик выполнен из стали с закаленной режущей кромкой, заточенной под углом 30 градусов. Сейчас я этим топориком накалю немного щепы, растоплю самовар и буду наслаждаться чаем.
Фирма Rage на рынке более 5 лет. Очень большая распространенность в строительных магазинах, на маркетплейсах. На топорик ссылочку оставлю в описании. Переходите, смотрите и пользуйтесь. В следующий раз привезу шишки, буду топить шишками. Смоляком лучинами буду растапливать, а потом пойдут в дело шишки. С этой стороны я снег откинул, с этой откинул. Снега тут очень много упало с крыши, раза 3, по-моему. За зиму снег съезжал, соответственно, все это упало на заваленку, на нижний венец. И сейчас это будет хорошо. Снег, конечно же, таять не будет на этом венце. И заваленки должно хватить надольше. Еще зимой завез кучу разной электрики. Здесь гофра, здесь вот провод мягкий 2 на 1,5, 20 метров. Это пойдет у нас на прожектор. Раньше я говорил, что хотим еще установить 3-й прожектор. Вот он уже куплен. Здесь у нас так 2500 люмен, 180 ватт мощность. Это, по-моему, точно такой же, как у нас здесь висят. Вот на том углу. Это распред-коробка соединительная на беседку. Это я вот сейчас буду устанавливать. Здесь 6 можно установить. 6 выключателей. Вот их тоже купил на 16 ампер. Это я все сейчас буду устанавливать. Вот это все пойдет на беседку. Каждый тумблер будет отвечать за свой свет. Один там, допустим, это будет избушка, внутри все. Второй будет идти на баню. 3-й на освещение. 4-й тумблер пойдет на беседку. Так, еще, по-моему, у меня тумблер есть на подсветку. Если подсветка будет работать, то подключу ее, то она у нас перестала работать. Может быть, где-то контакта нет. В общем, это я все сейчас буду устанавливать. Все здесь ваговские соединители на беседку. Но беседка я буду, конечно, потом заниматься уже весной, когда сойдет снег. Вот. Почему я делаю это сейчас? Да потому что следующий выезд планируется обязательно в майские праздники. И в майские праздники я буду устанавливать освещение, прожектор. Вот он. Конечно, маленечко поздно, но лучше поздно, чем никогда. Мы его поставим
чтобы он падал на стол, где мы готовим, уличная кухня. Ну и часть, чтобы попадала маленечко на туалет, чтобы ночью было комфортнее ходить туда. Вот, все, начинаю разбираю старую распредкоробку и подцепляю все, что есть. Скрутил я все саморезы, смотрите, кто у нас электрик, можете посмеяться. Вот так это все скомкано в одну, ё-моё, в одну кучу все. Здесь вот столько всего разного, здесь, все в куче. Вот это особенно вот, очень классно. Вот такие мы чудо-электрики. Сейчас это все буду заменять. Здесь какие-то тумблеры, по-моему, вот этот что ли, или вот этот уже плохо работает. Подгорел. Пока возился с проводкой, подошло время, нужно съездить за Валериком, забрать его и возвращаться. Мы в такую погоду еще ульи не доставали. Ну как, не в такую погоду, в такое время. Получается, на ночь сейчас достанем, завтра облетаются. Что-то местами-то уже начинают оттаивать. Да, дорога отходит. На следующей неделе не проедешь тут. Все, склизы прокрутились, песка нету, сейчас снегоход поехал. А то я там форсировал дорогу-то. Выехал, ну чувствую, не едет. Смотрю в гусянке-то, песок там, ну нафиг. А сейчас уже получше прогнала систему-то. Все жужжат. Сейчас маленько не успокоятся. Будем литки открывать. И завтра пчелки должны облетаться. Сейчас еще у нас крышки впереди. Закрываем все крышками, и на этом все. Все, пчел вынесли. Сейчас отправлюсь домой. Завтра мне на работу. И вообще сейчас буду работать 2 недели без выходных. Следите за выпусками новых роликов. Сейчас будет пчеловодный сезон.
В этом году, может быть, даже будем увеличивать численность. Всем пока. Валерий Михайлович у нас смог только на пару часиков выехать. Благо дорога есть по Зимнику. Там я его встретил. Сейчас я его повезу обратно. И сам возвращаюсь в избушку. Вчера, когда делал распред коробку, вывел 2 новых провода. Подцепил пока все кустарно, безобразно. Это у меня розетка параллельно от генератора. Это у меня будут выключатели. В дальнейшем хочу в избушке делать хорошее освещение. Вот это я буду убирать. Буду устанавливать дополнительное хорошее освещение. Уже, в принципе, продумал, как это будет. Осталось только воплотить. Освещение будет здесь. Освещение, скорее всего, будет около умывальника. И еще хочу сделать освещение небольшие, точечные. Может быть, над кроватями сделаю туда и сюда. Пока вот так вот. Это я, конечно, в дальнейшем все красиво спрячу. Будет незаметно. Вот этот провод надо сюда убрать, чтобы он не мешался. Есть контакт, все, солнечная панель определилась, идет зарядка, 28 вольт, 0,7 ампер, 13,7 это у меня заряд аккумулятора, вроде как, все нормально. Когда нас нет, здесь играет постоянно радио, радио запитывается от аккумулятора, а аккумулятор заряжает контроллер. Все это делается для того, чтобы предостеречь избушку и пчелу от медведя. Вот, круглосуточно играет радио, тем самым создает шум и медведя как бы в теории отпугивает. За все 3 года или 4 уже не помню, такого у нас не случалось. То есть вроде бы как данная фишка помогает. Перед отъездом я включу это радио. В следующий раз нужно будет мне подключить баню. Баню по-любому подключу, потому что в баню ходим. Нужно будет провод вот этот удлинить, с собой, соответственно, привезти обжим. А то у меня ничего нету, ни паяльника, ничего. Этот провод короткий, вот его немножко удлинить, подключить. Так, это беседка. Беседка попозже у меня будет. Ну и потом уже в майские праздники подключу сюда прожектор 3. Это у меня прожектор. Это у меня пока свободное. Это у меня будет баня. Это у меня будет беседка. Это у меня изба. А это общий тумблер. Вот так вот. Так все красиво, компактно. Как-то вот так. Вчера, кстати говоря, контакты я оголял вот при помощи такого инструмента. Это стриппер 3 в 1. Он снимает изоляцию, обжимает, обрезает. Вот у него здесь это обрезать, здесь обжимать. А это снимать изоляцию. Очень классная штука. В следующий раз еще им буду пользоваться, когда буду делать освещение избушки.
Ну и тут, конечно, доделывать. Такая удобная штука, очень много сэкономил времени я при помощи стриппера вот этого. Мышам немного надо рассыпать вкусняшек, подкормить их. Это сейчас весна, снег тает, все повылазят, везде будут ползать, пускай едят. По прогнозу сильных морозов не обещают, оставляю запасы воды, умывальник и полный бойлер. Кто его знает, может быть, придется выйти пешком сюда. Соответственно, запасы воды у меня будут. Можно будет прожить пару дней. Я буду завершать. Если вам понравился этот ролик, вы можете подписаться. Знак благодарности можете поставить палец вверх. Прокомментировать по настроению. Можете также поделиться с друзьями. Всех вас жду в телеграм-канале. Увидимся с вами в следующем ролике. Это пройдет мгновение. Всем пока. Будьте здоровы. С открытием сезона нас. Жду ваши поздравления в комментариях.